Недавно я задумался и понял, что почти во всех моих любимых фильмах и мультфильмах детства всегда имелся какой-нибудь суперкар, который делал эти произведения еще круче, и я ждал его появления в кадре не меньше, чем появление главных героев. Ну ладно, поехали на станцию техобслуживания. Взять, к примеру, черепашек-ниндзя с их навороченным фургончиком. Или же бороздящую пространство и время Делориан. Да даже Эктомобиль из Охотников хоть и не обладал никакими особыми способностями, но и он вызывал отдельный интерес. Ну а что говорить про фильмы, где авто являлся главным героем? Конечно же, интерес к таким произведениям был просто неимоверным. Тот же мультсериал о трансформерах, хоть и показывал по большей части человекоподобных роботов, но мне помнится, что именно их трансформация, перестрелки и погони в виде супермашин были для моего окружения главной причиной крутости всего сериала. Ну а смотреть на то, как практически неразрушаемая супермашина с искусственным интеллектом помогает человеку бороться с силами зла в культовом рыцаре дорог, было вообще запредельным удовольствием. Goodbye. И говоря о живых авто, возможно, кто-то вспомнит менее дружелюбную, но не менее одушевленную Кристину из одноименного фильма, снятого по книге Стивена Кинга. А может, вы и вовсе помните, как ожившие злые грузовики пытаются прикончить не особо умных людишек в картине «Максимальное ускорение», не только также основанной на книге Короля ужасов, но и срежиссированной им лично. Ну или, наконец, возможно, заводя разговор о разумных машинах, вы вспоминаете старенький Volkswagen Жук под номером 53. И вот именно об этом четырехколесном герое я бы и хотел рассказать в данном видео. И признаться, буквально до недавнего времени все мои познания о Херби ограничивались воспоминаниями о нескольких ярких сценах, которые в детстве на меня произвели мощный эффект. Это, к примеру, момент, когда в процессе гонок Херби располовинивается и в таком виде заканчивает гонку, занимая первое и третье место. Второй момент — это когда Херби поили молоком, и по моим воспоминаниям почему-то ему это очень нравилось, хотя это было для него во вред, ведь делал это злодей фильма, и он таким образом пытался вывести машину из соревнований. И третья сцена, она ночная, это когда Херби где-то над городом едет по краю небоскреба. И вот о том, что эта третья сцена имеет отношение уже к другому фильму о Херби, я и не догадывался. Как и не догадывался о существовании других фильмов о Херби в принципе. Я всегда помнил и знал только один фильм, где маленький гоночный живой автомобильчик звали даже не Херби и не Герби, а просто Малютка. Ну а дело тут в том, что в русской вариации первая часть истории о Херби называлась «Влюбленная малютка». И вот с нее как раз таки давайте и начнем. Первый фильм 1968 года о Херби у нас имеет два варианта названия: Volkswagen Жук и Влюбленная малютка. И, конечно, с оригинальным тайтлом здесь мало общего, ведь в дословном переводе название звучит как «Любовный жук». Согласитесь, тоже немного конкретики. Но дело в том, что назвать в оригинале фильм, например, Volkswagen Жук, создатели не могли в первую и главную очередь потому, что не хотели никаких судебных разбирательств с именитым автоконцерном. Да, пускай и не настолько могучим на то время, но тем не менее. Именно по этой же причине никаких эмблем производителя на машине нет. Хотя в виде киноляпа в нескольких кадрах все-таки можно на ключе и педалях заметить знак VW. Ну а другая причина такого отстраненного названия, на мой взгляд, заключается в том, что фильм в первую очередь все-таки не про машину, а про взаимоотношения людей. Неужели вы смеете думать, что я нарочно привезла вас в это сомнительное место? Не знаю, главное, что привезли. По сюжету фильма не особо удачный гонщик Джим Дуглас случайно видит в одном из престижных автосалонов не только машину и девушку своей мечты, но и совершенно непримечательный старенький Volkswagen, на котором вымещает свою злость владелец автосалона. Джим заступается за этого жучка, который, как позже выясняется, живет своей жизнью и делает, что заблагорассудится. И вот машина незаметно следует за своим защитником, и наутро Джим видит жука у себя под окном. Минутку, по-моему... Да точно, я ее вчера видел в автосалоне. Во избежание суда гонщик вынужденно покупает у владельца салона этот старенький автомобиль. Ну и далее вместе со своим другом, философичным механиком, они приводят жучка в нормальный вид и открывают себе двери в мир гонок. Я твой друг.
И вскоре после того, как к их компании присоединяется дама сердца Джима, ну а Херби показывает свои невероятные способности, тот самый владелец автосалона Питер Торндайк пытается выведать секрет успеха старой машины, ну а потом и вовсе хочет разделаться с ней. Нет, он что-то с ней проделал, и я узнаю, что... Невзирая на то, что в фильме достаточно гоночных сцен с по-настоящему сложными с технической точки зрения моментами, в картине много времени отводится раскрытию персонажей и их взаимоотношениям. И знаете, хоть это и отодвигает немного живое авто на второй план, но фильм от этого хуже не становится. Темп диалогов довольно бодрый, актеры энергичные и отлично отыгрывают своих персонажей. В главных ролях тут, кстати, знаменитости того времени, такие как Дин Джонс, Мишель Ли, Дэвид Темплинсон и Бадди Хакет. О чем ты с ним договаривался? Я продаю малышку. Что? Не поднимай крика. Из интересных особенностей можно выделить то, что это фильм студии Disney. И он стал на тот момент не только самым дорогим, ведь бюджет его больше, чем у Мэри Поппинс, но также это еще и последний фильм, к созданию которого приложил руку сам Уолт Дисней. Правда, картина не успела выйти на экраны при его жизни, и премьера состоялась только через пару лет после смерти этого знаменитого мультипликатора. Что касается самой истории о живом авто, то она основана на романе Гордона Бьюфорда «Машина, мальчик, девочка», вышедшего 7 годами ранее, и какое-то время на этапе создания картина носила название своего литературного первоисточника. Кстати, имя Херби по одной из версий было выбрано съемочной группой во время просмотра выступления актера и комика Бадди Хакета, который в этом фильме и сыграл того самого харизматичного автомеханика. Ну а легендарным номером 53 Жучка наградил продюсер фильма, который был поклонником бывшей звезды бейсбола Дона Дрисдейла, игравшего под этим самым номером. Что же по поводу самого автомобиля, то на съемках дублеров у Херби было несколько, и каждая из машин имела свои конструктивные особенности и предназначалась для съемок в той или иной сцене. И по общим подсчетам на съемках фильма было задействовано более 20 автомобилей, но до наших дней смог сохраниться лишь один Херби, под капотом которого установлен мощный двигатель от Porsche 356, позволявшим развивать скорость до 180 км в час. И именно эта модификация Херби как раз таки и использовалась в эффектных гоночных сценах. Джим, тормози! В итоге фильм имел как кассовый успех, собрав более 51 миллиона долларов только в США, так и зрители отзывались о нем вполне радушно. Поэтому выход продолжения истории о маленьком живом авто был лишь вопросом времени. И вот в 1974 году студия Disney выпускает вторую часть фильма под названием Херби снова на ходу. По сюжету известный магнат в сфере недвижимости Алонзо Хоук хочет построить очередной гигантский небоскреб, но на территории, которую Хоук выбрал себе для застройки, остается одна старенькая пожарная часть, ну а в ней проживают... Да нет, на самом деле проживает там вдова бывшего владельца пожарной охраны, которой и принадлежит на данный момент это место, но и многочисленные попытки Хоука выселить старушку миссис Стейнметс не оборачиваются успехом. Я считал, что это пожарное депо давно снесено! Эй, ты в костюме! Иди помойся! И вот когда к магнату приезжает его племянник, имя которого я выговаривать даже не буду пытаться, потому что можно язык сломать, Хоук решает воспользоваться юношеской обаятельностью и порядочностью своего объявившегося родственника и отправляет его к миссис Стейнметс. Не желаешь ли ты внести свою лепту в это святое дело? Когда прикажете, дядя? Ну и да, именно у этой хозяйки пожарной части оказывается... Герби, как тебе не совестно? Сейчас же сойди с ноги мистера Уитфолда. Из рассказа женщины мы узнаем, что Теннесси и Джим Дуглас, ну те ребята из первого фильма, разъехались по своим делам. Один в Европу на гонки, другой в Тибет. А своего четырехколесного друга оставили на попечительство этой женщине. Герби всегда старается защитить меня. Герби? И вот молодой юрист знакомится с миссис Стейнметс и с Херби, но еще с симпатичной соседкой Николь, отношениям с которой в фильме отведено немало времени. Этот молодой джентльмен от мистера Хоука. О. Я слышала. Вот это удар. А вот чему отведено времени совсем немного, так это самим гонкам. Нет, разъездов Херби по разным локациям в фильме достаточно. Причем каждая поездка суперкара представляет из себя зрелищный каскадерский трюк. Но вот из-за отсутствия самих гонок, именно как соревнований, фильм лишился своего какого-то спортивного духа, что ли, и стал выглядеть более театрально. Но это совсем не значит плохо, просто по сравнению с первой частью довольно непривычно. Там тебя разорвало, не видишь, куда
врешь! Да и актерский состав здесь полностью поменялся, но менее звездным от этого не стал. Главные роли исполнили Хелен Хейс, Кен Берри и Стефани Пауэрс. Кстати, после успеха первой части история про фантастическую машину все-таки получила поддержку Volkswagen. И это было вполне ожидаемо, ведь фильм существенно поспособствовал росту продаж автомобилей модели Жук. У компании какое-то время в продаже даже имелась специальная модификация, превращающая машину в копию Херби. И любой покупатель мог пожелать придать своей модели образ экранного героя. В 1977 году на экраны выходит третий фильм о маленьком, но гордом автомобиле. В оригинале называется он «Херби едет в Монте-Карло», а в нашем же варианте название звучит как «Ограбление в Монте-Карло». В этой части мы вновь видим того самого гонщика из первого фильма Джима Дугласа, который вместе со своим новым напарником едет на Херби в Париж, чтобы принять участие и, разумеется, одержать победу в гонке Париж-Монте-Карло. Мы ищем место, где проходит гонка Транс-Франс. Когда они туда добираются, Херби влюбляется в одну из гоночных машин, и его неадекватное поведение способствует знакомству Джима с водителем избранницы Херби. За рулем оказывается девушка, которая появляется буквально в одном моменте, и больше в фильме мы ее не видим. Вы рехнулись. Так точнее будет. Ладно, шучу я, просто хотел разбавить чем-то очередную предсказуемость. На самом деле Джим тоже влюбляется, и вовсе не в машину, а в эту самую девушку. И вот никаких особых отличий от, например, первого фильма мы бы здесь не увидели, если бы двое грабителей не украли огромный бриллиант и не спрятали его от полиции в бензобаке уехавшего Херби, который после этого и становится для горе-воров целью номер один. Мы ее больше не увидим. Эту букашку? Она будет участвовать в параде на Елисейских полях сегодня в 4:30. И, кстати, расположение бензобака, в которое эти двое бросают бриллиант, на самом деле является неправильным, ведь еще из первого фильма мы узнали, что топливный бак у Херби спрятан под капотом, и постороннему залезть в него не так-то уж и просто. Но, видимо, в сценарии такая конструктивная особенность авто стала камнем преткновения, и создатели не стали с этим заморачиваться, а просто переместили бак наружу. Я не собираюсь ждать. Слушай, машина, или ты, или ты... Как вам известно, идея всех продолжений обычно заключается в том, чтобы дать зрителю побольше того же самого и добавить какую-то изюминку. И вот, на мой взгляд, данный фильм с этой задачей успешно справился. И его, по крайней мере, можно смело рекомендовать к просмотру всем поклонникам предыдущих картин о Херби. Следующий фильм о новых приключениях Жучка вышел на экраны в 1980 году, и у нас его знают в двух вариантах: как Херби едет за бананами, что является дословным переводом оригинала, и Херби сходит с ума. И не беда, что во втором варианте из названия убрали бананы, ведь тут вполне обоснованно можно было пойти дальше и спокойно убрать имя Херби, потому что в фильме оно звучит только один раз в самом начале. Герби, он видит это. Он останавливаться. Что касается сюжета, то он такой. Знаменитый одушевленный Volkswagen получает в наследство племянник Джима Дугласа Пит Станчик со своим другом Дэвид Джонсом. Нет, не этим, а просто тезкой. Пит отправляется в один из городов Мексики, где и находится Херби. И когда парень видит, что это очень старая модель, он, конечно, огорчается. Давай возьмем его. В конце концов, если ничего другого не выйдет, это просто перевозка домой. Но уже в скором времени ребята понимают, на что на самом деле способна эта фантастическая машинка, и они принимают решение участвовать в гонках через Бразилию. Кажется, у нас самая гоночная машина в мире. Не знаю, многим ли довелось досмотреть этот фильм до конца, и не только из-за проблем с поиском русской озвучки, но и просто из-за отсутствия терпения во время просмотра. Ведь этот фильм мне показался крайне скучным. Признаться, я даже не знаю, кому эта картина может понравиться, ведь от предыдущих фильмов здесь практически ничего не осталось, ну кроме знакомого образа самой машины. Хотел бы я сказать, что фильм просто детский, но я подозреваю, что и 3-летнего ребенка он может увлечь лишь на пару минут. Конечно, механики и инженеры, обеспечивающие работу всех технических примочек каждого дублера Херби, а в этом фильме было задействовано около 3 десятков моделей, заслуживают отдельного признания и почета. Но вот в остальном, ну серьезно, жук с накинутой на капот тряпкой, пытающийся увернуться от атакующего быка, в то время как за рулем сидит ребенок и почему-то зовет машину Очо, ну не знаю. Молодец, Очо.
Но вот что у картины имеется в избытке и чем она может по-настоящему порадовать, так это прекрасными солнечными пейзажами мексиканских городов и общей какой-то праздничной атмосферой. И кстати, знаете, почему в названии есть бананы? Да все просто. Дело в том, что в конце фильма имеется двухминутная сцена, в которой жук обклеен бананами. 700 миль на банановой лодке с колесами. Ладно, мне кажется, вы уже достаточно узнали об этом фильме, и давайте двигаться дальше. Ну а дальше на очереди у нас фильм уже телевизионного масштаба, состоящий из 5 серий. И сюжет каждого из этих эпизодов затрагивает жизнь Херби в разные периоды, уже показанные в полнометражках. Здесь мы вновь видим Дина Джонса, который повторяет свою роль гонщика Джима Дугласа, первоначального владельца Херби. Но только теперь он уже на пенсии и работает инструктором в известной автошколе. Первая серия в дословном переводе называется «Херби Сваха», и в ней наш четырехколесный знакомый вместе со своим хозяином становятся свидетелями ограбления и потом спасают девушку, с которой у Джима, да, завязываются отношения. Вторая серия называется «Херби спешит на помощь», и там под угрозой закрытия оказывается автошкола Джима, и живая машина опять помогает все исправить. Название третьей серии «Мой дом, твой дом» снова рассказывает о сердечных проблемах Джима, когда в его жизни появляется бывшая девушка. Предпоследний эпизод наименуется как «Херби Шафер», и в нем происходит похищение жука с целью срыва предстоящей свадьбы Джима. Ну а в конце последней, пятой серии под названием «Вызов доктора Херби» Джим и его девушка Сьюзан все-таки женятся, сериал заканчивается, и на достаточно долгий период история про одушевленный гоночный автомобильчик отправляется пылиться на полку. А в январе 2019-го был обнаружен сценарий шестого эпизода под названием «Херби суперсыщик», написанный еще в далеком 1981 году. Но вот был ли снят этот эпизод, и если да, то куда он делся, до сих пор остается загадкой. Следующий фильм о Херби увидел свет лишь в 1997 году. Из-за того, что у фильма точно такое же название, как и у оригинала «Жук любви», то многие ошибочно полагают, что это ремейк, но в действительности это совершенно другой фильм. Эх, прокачу. Вдобавок к этому образец 1997 года, как и мини-сериал, также снимался лишь для ТВ и на большие экраны никогда не выходил. Его звали Херби. Он был удивительным. Актерский состав картины очень даже достойный. И разумеется, роль механика-неудачника, которому в конце суждено обрести признание и славу, запоминается больше всего, ведь ее здесь исполнил сам Брюс Эш Автолик Кэмпбелл. Я понял. Ты хочешь меня припугнуть? По сюжету Хэнк Купер — механик из маленького городка, который параллельно со своей работой в сервисе периодически участвует в местных гонках на машинах, мягко говоря, низкой пробы. И вот в конце очередных соревнований Хэнку достается единственный оставшийся сломанный автомобиль, на котором ему необходимо выполнить еще один заезд. И вот этим автомобилем как раз таки и оказывается наш знакомый по имени Херби. Не хочешь выбрать вот эту? Это же груда металлолома, Рот. С помощью своих друзей из гаража герой Брюса с трудом запускает потрепанную временем машину, и жучок снова всех удивляет своими скоростными способностями. Ну и главный соперник Хэнка, автогонщик Саймон Мур, и он же бывший владелец Херби, о чем нам рассказывают еще в самом начале фильма, крайне озадачивается увиденным. За исключением того, что я знаю вашу машину и не могу поверить тому, что я только что видел. Вскоре ему становится известно, что Херби был построен доктором Густавом Штумфелем после Второй мировой войны, и что на самом деле секрет жизни машины заключается в том, что в кастрюлю с металлом для будущего авто ученый случайно уронил портрет своей жены, и вот... Сильные чувства, которые я к ней испытывал, каким-то образом проникли в металл. Одержимый идеей быть всегда победителем, Саймон Мур после услышанного просит изобретателя создать еще одну живую машину, но и в процессе очередной варки металлического супа коварный автогонщик незаметно бросает в котел свою фотографию. Возможно, нам удастся как-нибудь незаметно бросить ее в сплав, а, Роберт? И вскоре перед нами предстает злая версия Херби в черном костюме симбиота. Я
Я скажу так, если вы знакомы с этим фильмом лишь по воспоминаниям из детства и он вам нравится, то оставьте его в своей памяти именно таким и не вздумайте пересматривать, ведь фильм вас может конкретно разочаровать. Да, есть Брюс Кэмпбелл, но он здесь не особо и старается, и оттого его игра совершенно ничем не выделяется. Бесполезно, запасное колесо тоже пробито. Это единственное, что я не успел починить. Конечно же, есть в этом фильме и Херби, но оживает он здесь больше уже не благодаря инженерам-механикам, а с помощью слабенькой компьютерной графики, которая даже для того времени смотрелась откровенно плохо. Но общая атмосфера и бредовость некоторых моментов, как, например, история появления Херби, перечеркивающая идею третьего фильма, где говорилось о том, что некоторые машины просто сами способны развивать свою личность, понимаете, сами, без магических котлов и падающих в него фотографий, превратили добрую, увлекательную комедию в отталкивающий видеоряд с единственной классной сценой. И я говорю о том прекрасном моменте, когда Джим Дуглас, который, да, появляется в этом фильме, спустя столько лет вновь садится за руль своего жучка. Ну и последним на данный момент фильмом о живой машинке по имени Херби является совершенно недавняя картина. Сэр, а где вы сейчас, по-вашему? Хотя да, с момента ее выхода прошло уже более 12 лет, ведь фильм вышел в 2005 году. В дословном переводе он называется «Херби полностью загружен», а у нас он вышел под заголовком «Сумасшедшие гонки». Главные роли здесь исполнили такие актеры, как Линдси Лохан, Майкл Китон, Мэтт Дилан, Джимми Симпсон и Джастин Лонг, который, конечно же, больше всего мне когда-то запомнился по фильму «Джиперс Криперс». Ну что, с ума сошел, что ли? Прижмись к обочине, Дерри, пусти! Уже само по себе начало у фильма очень даже изобретательное. На фоне титров нам показывают сцены из прошлых киноисторий о жуке под номером 53 и постепенно показывают, как он оказывается на свалке. Затем нас знакомят с Мэгги Пейтон, любительницей быстрой езды, новоиспеченной выпускницей колледжа и членом гоночного семейства NASCAR, где ее отец и брат добились определенных успехов. Но вот что касается Мэгги, то ее страсть к гонкам вовсе не поощряется, и из-за чрезмерной опасности участвовать в подобных мероприятиях отец ей категорически запрещает. Но вот однажды заботливый родитель предлагает ей в качестве подарка на выпускной выбрать себе на свалке автомобиль, и трудом немалых усилий потрепанному жучку все-таки удается заполучить внимание девушки, и в итоге она уезжает домой на этом легендарном автомобиле прошлого. Ну и буквально сразу же Херби проявляет свои способности и свой характер и доказывает любительнице автогонок, что ее выбор машины был самым правильным. Далее супермобиль сталкивает девушку с ее давним знакомым механиком, который помогает не только восстановить Херби, но и помогает Мэгги поверить в себя. Это талисман. Ну и дальше не стану спойлерить, ведь поверьте, посмотреть там есть на что. Это и сама по себе приятная летняя атмосфера, довольно интересная история с проблемами детей и родителей. Это и колоритные персонажи, мега классный саундтрек, который я сам переслушиваю и по сей день. Ну и конечно же это собственно образ самого Херби, который в этом фильме благодаря синтезу спецэффектов старой школы и новой, более проработанной 3D графики, на мой взгляд, получился самым живым и интересным за всю историю кинофраншизы. Что касается самых интересных фактов, то о некоторых непременно хочется упомянуть. Например, когда Мэгги покупает Херби у сумасшедшего Дэйва, она платит 75. О, идет. Эй. И это точно такая же сумма, за которую Джим Дуглас выкупил у жука в самом первом фильме. $75 вас устроит? $75? Для трюка с поездкой по рельсам в первой гонке было задействовано 4 машины, одна из которых запрыгивала на перила, 2 ехали по рельсам, но еще одна предназначалась для поездок по обычной дороге. Когда Мэгги садится на свалке в разбитый Dodge Charger и предается фантазиям, то по повреждениям левого крыла и крыши становится понятно, что это тот же Dodge из конца первой части Форсажа. Не думал, что этим кончится. Ну а еще в сцене дерби на арене среди всех участников можно заметить тот самый желтый и особый Торндайк из самого первого фильма, только тоже уже изрядно потрепанный временем. Да, вы не ошиблись, это прославленная спортивная Торндайка. Что касается дублеров главного авто, то по словам режиссера Анджелы Робинсон, всего в этом фильме было задействовано 37 клонов Херби. Да, с такой тачкой я бы тоже носил шлем. Когда Мэгги и Кевин смотрят фильм в автокинотеатре, то мы видим, что на экране идет очень страшное кино 2. И забавно видеть в доброй диснеевской картине кадры из фильма с совершенно другим рейтингом. Хотя в детстве мы и не такое смотрели.
Что ты вякаешь? Да, возможно, я немного предвзят в своей оценке этой картины, и может потому, что посмотрел фильм в нужное время и с нужным настроем, или мне просто нравится Линдси Лохан тех лет, а быть может с давних пор я люблю фильмы, которые вовсе не лишены недостатков, но в которые создатели вкладывают душу и бережно относятся ко всем своим зрителям. И вот этим видео я тоже хотел бы как напомнить о забытом классном четырехколесном персонаже, рассказать что-то новое, так и познакомить с Керби всех тех, кто никогда не слышал об этом классном, самом живом лично для меня автомобиле. И, кстати, в процессе работы над видео мне вспомнилась серия живых машинок из Киндера, которые, конечно, к Керби не имели никакого отношения, ведь у них был довольно мультяшный вид. На лобовом стекле у них имелись мультяшные глаза, а капот представлял из себя рот с зубами, который открывался, если покрутить колесики. И вот эти машинки мне очень нравились, но я до сих пор не знаю, на каком произведении они были основаны и были ли они основаны на чем-то в принципе. Поэтому, если обладаете инфой, поделитесь, будет интересно почитать. Ну а я же на все интересное ссылки оставлю в описании под этим видео. И даже если что-то узнаю потом, то обязательно добавлю. Поэтому, кому интересно, заглядывайте. Ну и всем спасибо за внимание. Не забывайте про ремни безопасности. Ну и просто берегите себя. До скорого.